С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня мы разбираем случай, который вызывает у меня, как у профессионала, глубокое недоумение и тревогу. Речь идет о Софии Особе, сотруднице Львовского городского совета, чье поведение нарушает этические стандарты государственного служащего и при этом не встречает никакой реакции со стороны ее работодателя. Более того, возникает ощущение, что София имеет своего рода индульгенцию и, возможно, из-за ее националистической позиции. Мы разберем факты, процитируем кодекс этического поведения, выявим нарушения и зададимся вопросом, почему Львовский горсовет закрывает глаза на скандалы, связанные с Софией. Является ли ее национализм щитом, защищающим ее от ответственности? Это видео призыв к справедливости и прозрачности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте, донатьте по возможности. Если хотите знать правду о том, что происходит в наших органах власти. Поехали. София Особа, она же Семчишин, дочь Ирины Фарион, известного языковеда и националистического деятеля, убитой 19 июля 2024 года во Львове. Это трагедия, и я как человек искренне могу посочувствовать Софии, но сегодня мы говорим о ней как о госслужащей. Согласно публикациям, она работает в Львовском городском совете по одним данным как главный специалист отдела освещения работы, по другим как заместитель руководителя департамента администрация городского головы. Почему это важно? Потому что любой сотрудник горсовета обязан соблюдать кодекс этического поведения, утвержденный в сентябре 2019 года. Этот документ требует уважения к гражданам, профессионализма, порядочности и действий, которые не вредят репутации совета. Но поведение Софии, как мы видим, этим стандартам не соответствует. Более того, ее националистическая риторика, похоже, дает ей своего рода индульгенцию, неофициальное право на нарушение без последствий. Давайте разберем конкретные действия Софии, которые вызывают вопросы. Оскорбление в суде. В октябре 2024 года на заседании в Галицком районном суде по делу Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион, София публично назвала его последним подонком и пожелала гнить вместе с матерью. Это не просто эмоции, это оскорбление в публичном пространстве, транслировавшиеся СМИ. Дискриминационное заявление о языке. София выразила возмущение, что в суде звучит русский язык. Адвокат Зинченко Юрий Немировский говорил по телефону, а Зинченко общался с матерью на русском языке. София заявила, что группа поддержки Зинченко не уважает Украину, а люди, которые не говорят на украинском, не могут жить в Украине. Это откровенно дискриминационное высказывание, задевающее
языковые права граждан. Гражданский иск и патриотизм. София подала иск на 15 миллионов гривен за моральный ущерб, заявив, что деньги пойдут на ВСУ, а конкретно бригаде, где служил ее погибший муж. Это выглядит как патриотический жест, но вызывает вопросы. Не попытка ли это усилить поддержку в националистических кругах? Скандал с декларацией. В апреле 2024 года София указала в декларации стоимость квартиры мужа в 11,6 миллиона гривен, а затем исправила на 1,6 миллиона. Ошибка или небрежность? Для госслужащего это недопустимо. Слухи о русском следе. Источник-информатор утверждает, что София якобы способствовала исключению версии о русском следе в деле Фарион, что привело к ее повышению по службе. Доказательств нет, но такие слухи уже наносят ущерб репутации Совета. Эти действия, особенно акцент на языковом вопросе и националистическая риторика, создают впечатление, что София использует свою позицию потерпевшей и идеологические взгляды для публичного позиционирования. Но как госслужащий она обязана быть нейтральной и уважительной. Теперь посмотрим, как эти действия нарушают кодекс. Уважение к гражданам. Кодекс требует уважительного отношения к чести и достоинству всех лиц. Оскорбление Зинченко и его семьи – прямое нарушение. Еще хуже – дискриминационное заявление о русском языке и группе поддержки, что люди, не говорящие на украинском, не могут жить в Украине – это не только нарушение кодекса, но и потенциальное нарушение закона Украины о предотвращении и противодействии дискриминации. Профессионализм. София, работая в коммуникациях или на руководящей должности, обязана демонстрировать сдержанность. Ее эмоциональные выпады, публичные обвинения и провокационные заявления о языке – это противоположность профессионализма. Если она действительно заместитель руководителя департамента, такие действия недопустимы вдвойне. Добропорядочность. Ошибка в декларации, выбор конкретной бригады ВСУ для передачи средств и слухи о влиянии на следствие создают риск конфликта интересов. Националистическая риторика, особенно в языковом вопросе, может восприниматься как попытка заручиться поддержкой определенных кругов, что подрывает добропорядочность и репутация Совета. Оскорбление, дискриминационное заявление и медийный резонанс ассоциируются с Львовским горсоветом, и это вредит его имиджу как органа, который должен быть толерантным и прозрачным. Кодекс прямо запрещает такие действия. Как юрист я не могу понять, как человек на такой должности допускает подобное нарушение. И почему националистическая риторика, похоже, защищает ее от последствий. Теперь к главному вопросу. Почему Львовский горсовет молчит? София допускает публичное оскорбление, дискриминационное заявление, а СМИ пишут о ее повышении в должности. Возникает ощущение, что ее националистическая позиция – своего рода индульгенция, которая защищает от ответственности.
Давайте разберем, почему это стало возможным. София, дочь Ирины Фарион, известной националистической деятельности, активно использует патриотическую риторику, от заявлений о ВСУ до критики русского языка. Во Львове, где националистические настроения сильны, такие взгляды могут находить поддержку. Возможно, Совет не хочет трогать Софию, чтобы не вызвать недовольство националистических кругов. Но это недопустимо. Этика и закон должны быть выше идеологии. Утрата матери и мужа делает Софию фигурой, вызывающей сочувствие. Возможно, руководство Совета считает, что критика ее действий будет воспринята как бесчувственность. Но это ошибка. Госслужащий не имеет права на привилегии из-за личных обстоятельств. Кодекс предусматривает, что нарушения должны рассматриваться комиссией по этике, а руководители обязаны реагировать. Если Совет игнорирует нарушения Софии, это говорит о системных проблемах, либо отсутствии контроля, либо нежелании разбираться с неудобными сотрудниками. Молчание Совета создает впечатление, что он закрывает глаза на нарушения, если они соответствуют определенной идеологии. Это подрывает доверие к органу, который должен быть примером справедливости. Я как юрист возмущен, почему национализм становится оправданием для неэтичного поведения. Почему Совет не проводит проверку? Почему София, чьи действия нарушают кодекс, продолжает представлять горсовет, а возможно даже получает повышение? Друзья, случай Софии Особы – это не просто история о нарушениях одного госслужащего. Это тревожный сигнал о том, что идеология, будь то национализм или что-то другое, может становиться индульгенцией, защищающей от ответственности. София пережила трагедию, и ее эмоции понятны, но как сотрудница горсовета она обязана соблюдать кодекс, уважать граждан, быть профессиональной, не вредить репутации органа. Ее оскорбление, дискриминационное заявление о русском языке, скандалы с декларацией и слухи о влиянии на следствие – это красные флаги. А молчание Львовского горсовета, похоже, подтверждает, что националистическая риторика дает ей карт-бланш. Это недопустимо. Я призываю Львовский городской совет провести открытую проверку действий Софии Особы на соответствие кодексу. Объяснить, почему нет реакции на ее нарушение. Это национализм, лояльность или слабость системы. Усилить контроль за этикой всех сотрудников, чтобы идеология не затмевала закон. А вас, мои зрители, прошу высказаться в комментариях, считаете ли вы, что национализм оправдывает нарушения. Должны ли госслужащие нести ответственность, независимо от их взглядов? Делитесь видео, подписывайтесь на канал, лайкайте, распространяйте видео, донатьте, чтобы вместе требовать прозрачности и справедливости. Мы не должны мириться с двойными стандартами. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч!